привет, с вами Крейзи Хамстер, и мы продолжаем проходить квест это. В прошлой части мы с вами принесли цветочки нашему дорогому доктору Стайлзу, который цветочки уже лет 100, наверное, не выкидывал. Вот, почему-то у нас так букетик здесь типа и остался, но на самом деле вот он стоит. Собственно, мы можем отправляться в путь. Кстати, так получилось, что, как выяснилось, в прошлый раз я записывала без курсора. Вот. Не знаю, как это получилось. Сейчас я вроде как поменяла настройки. Не знаю, получится или не получится. Так что, возможно, появится курсор. Можете радоваться. Вот. Может быть и нет. Не знаю. Но я думаю, что без курсора все не так уж и плохо. У нас есть карта, и нам нужно отправляться вот в эти 3 места. Те места, которые еще активны у нас. В центре Оксфорда мы уже побывали. Давайте пойдем в больницу сходим. Посмотрим, поразговариваем. Я думаю, что там тоже не будет слишком длительных каких-то хождений. Скорее всего, спросим пару слов у какого-нибудь чувачка и свалим. Вот туда мы пойдем. О, какая тут больница-то. Так, наш замечательный пробел. Сате. She's both warm and disturbing, like a crazy mother or something. Огнетушитель. Интересно, нам нужен огнетушитель, надеюсь, нет? I don't think so. Playing with fire security doesn't seem to be a good idea. Да, не стоит. Табличка на двери. Кухня, пойдемте есть? Employees only. О, мы сможем смогли туда зайти. Еда! Ура, 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 еда! Халаты! Нет, халаты мы есть хотим, а вот пиццу мы есть хотим. Халаты, давайте посмотрим. Definitely not my style. I'll leave them hanging here. А что прикольно, только прочитала, что кухня только для сотрудников, и тут же заперлась сюда. Молодец. Looks like they're prepared for emergencies. Probably a good idea if Dr. Styles is in this department. Да, любит Сэм поиронизировать. Люблю героев с хорошим чувством. I don't see the point in taking a peek into their fridge. С хорошим чувством юмором и умением иронизировать над собой на ситуации. Пицца, давай, бери пиццу. Не возьмет. Ugh, no thanks. Да ладно, хомяк бы съел. Хомяк любит пожрать. А зачем мы, собственно, все заходили? Нам еще здесь что-то понадобится? Халат, может быть, нас заставит одеть, скажет. А чего без халата-то приперлись? Карта, пойдемте карту посмотрим. On this floor are all the administration's offices, as well as the professors. Other floors are for classes mainly, so there's no need to go there. Табличка. Department of Clinical Neurology, Oxford University, Administrator. Так, кабинет Сьюзан, не знаю, кто она и зачем нам сюда, мы попробуем зайти пошарим-то. Can I help you? Hi, I'm Samantha Everett. I'm working with Dr. Styles. Are you? You're not in the department. No, I'm studying English Lit. Well, that's Dr. Styles's business. When you see him, remind him that I need that equipment receipt. Today. Ну, принесли. Вроде бы. Так, а где было всего телефона? Не поняла, мы же брали вроде, нет? Никсэм. Газета, инструкция, письмо из больницы, вот письмо. Письмо без накладной. Ваше письмо. Нет? Доктор, ну давайте поговорим про доктора. I've only started to work for Dr. Styles. I was hoping to find out more about him. Well, it's not my place to talk about Dr. Styles. I can tell you that Mr. Headley, he's the dean of the department. He was quite an admirer of Dr. Styles. Naturally, we were all deeply saddened by what happened. Can I get in to see Mr. Headley?
Absolutely not. He has a very tight schedule today. Эх, обломали. Так. Так. Looks almost as sharp as a knife. That filing cabinet is off limits with Susan in the room. Way off. Может, его как-нибудь напугать? Сьюзан эту. Так. Бумажку мы что ж все-таки не взяли? Статья. Список телефонов, статья. Студенческий. Ладно, выходим пока что. Что-то не совсем я поняла. Мне казалось, мы там все взяли. Надо будет еще раз съездить. А зайти нельзя, да? А зайти нельзя. Так, поехали назад. Дредхилл, наверное, посмотрим, можем ли мы взять эту накладную где-то или не можем. Фух. Ты возвращайся, а не разглагольствуй. Поговорить с Дедал на чем-нибудь нет? На всякий случай. Hello. Hey. I just found out what happened to Laura. Everyone knows about the tragedy. Well, I'm new to Oxford and I didn't know. I'm really sorry. You didn't ask him, did you? I hope to heaven, Samantha, that you weren't asking him painful questions. No. Well, don't. Poor man doesn't need to be reminded. Not that he isn't every day of his blinking life. But he can't stand people talking about it. That's why he won't let anyone come over here. But this house is full of reminders. Laura's pictures are everywhere. Even that calendar is still set to 2002. He won't let me change any of it. I get it. He wants to be reminded of her, for his own self. But he can't bear to hear other people talk about it, because there's no way they can possibly understand. And anything they say just seems idiotic. Maybe that's right, I don't know. In any case, I'd thank you to avoid the subject with him completely. Doesn't he have enough troubles on his mind already? Да, мы поговорили. По крайней мере, она с нами не отказалась об этом говорить, не стала что-нибудь вроде как фраза, да, нам кидать, что ты вообще зачем лезешь во все это, и зачем ты вообще узнаешь про Лору. Слава богу, адекватная у нас миссис Далтон. Ну, а Сэм очень легко и просто понимает людей, с которыми, видимо... Так, что это? Мы что-то сделать можем? Почему у нас цветы все еще есть? Мы же использовали цветы. Какого фига? Я надеюсь, это не косяк игры? Или, слушайте, или это сухие цветы? Да нет, обычные вроде. Фу. Я надеюсь, у нас не будет из этих из-за проблем, а? The flowers are silly, I guess. Ладно, не важно. Где-то должна быть накладная. Или нет? 2002? Фотография, учебник.
Как будто исчезла, блин, а. Реально, мне не нравится это, честно сказать. Нет сразу такое ощущение, что... I just need one more piece of... У меня сразу такое ощущение, что мы вроде все сделали, и как будто нам что-то не додали. Меня это всегда пугает. Список телефонов. Инструкции. That was almost too easy. Так это просто даже это не за что брать деньги, ну. Блин, слушайте, я не пойму с накладной. Может быть, там с ним нужно поговорить, а? Может быть, она у него или подписать мне что-то. Блин. Или мы брали, я уже не помню, она потом куда-то исчезла. Ну, здесь же накладная, нет. Это не то, что... Так, куда мы еще могли отправиться? Крайсчерч, пойдемте туда, сходим. Но цветы мне определенно не нравятся, оставшиеся у нас. А куда нам нужно идти-то здесь? Я что-то забыла. В столовую, нет? No point going in there. Нет. Сюда? Угу. I guess a church could be a place where souls choose their fate. Гид. Видимо, мы будем много слушать. Ладно. Мы готовы. And so the cathedral was... Yes, may I help you? You're a little early for the guided tour, but if I can be of assistance... Oh no, I'm not really visiting for now. I'm not with a guided tour anyway. Really? Maybe you could help me then. Ask me some questions about the cathedral, like you're a tourist. Well, I guess I can. And what can you tell me about these stained glass windows? There are many stained glass windows in the cathedral, and we have one of the few specimens of flaming heart angels in Western England, just right here. Anything else special about the cathedral? The cathedral was the smallest in the United Kingdom until 1905, when the previous parish churches became cathedrals on their own. Birmingham took the title then, and nowadays it's Derby Cathedral. So what about this altar over there? It's almost as old as the cathedral itself, and it features a triptych where some say Judas the Betrayer appears. It is rather unlikely, but this theory is based upon the fact that this character has a small purse attached to his belt. How old is the cathedral? Henry VIII officially opened it in 1546 under the name of Ecclesia Christi Cathedralis Oxoniensis. So I guess you've done pretty well. Really? Oh, thank you, miss. Так, а что у нас с этим собором-то связано? Открытка. Суд над архиепископом Кранмером, собор Крайстчерч. The postcard says the trial of Archbishop... Угу. Ладно, давайте пошаримся. Beautiful stained glass window. I especially like the bloody heart. Nice touch. Ведь подсказка, наверное, какая-то. Пойдемте к алтарю посмотрим. Подойдем, посмотрим, что там. Купель. There's something under there. Ха. Sounds echoey. И что мы должны сделать? Рычаг нажать. Дернуть, точнее. Ну-ка, пойдем. Интересно. I wonder what this does. Ну, пробуй. I did not expect that. Вау. It's a baptism pool. It's a baptism... А пакет? О, можем его просто взять. It's another piece of the ideogram. Отлично.
почти собрали. That's it. Now if I can just solve this rebus, I should be able to finish the game. Ням-ням-ням-ням. Слушай, значит ли это, что нам сюда надо? Что-то мне кажется, что скорее всего так. Башмак. Башня. Башня, карплинтер. Короче, в башню надо. В башню нам надо. Или как там, карксеркс? Карпринтер, карксеркс. А что, здесь нельзя карту нажать, да? Выйти отсюда, наверное, нужно. Рычаг, да, нужно. Выключить все назад, вернуть, как было. Ну, хомяк не такой воспитанный, как Саманта. Как выяснилось. Я бы навалил, да ушел. Все, что. Теперь мы можем карту выбрать, да. Короче, раз мы закончили. Ух. Слава богу, хоть чем-то мы закончили. И, кстати, теперь мы, видимо, из центра Моксфорда закончим, если сейчас сводим в башню. Что-то накладную нам где-то, видите? Фокс. Фокс это был. А не принтер ксеркс. Ну, не ладно. Какая собственная разница. Будка может быть, слушайте. И будка была нарисована. Будка возле башни Карфа. Все понятно. Так, ага. Что здесь у нас? Трубка. Это мы прочитать что-то не можем. Так, собственно, и что нам делать? Снимаем трубку. Позвонить, наверное, кому-то. Кому? Это что еще? Все трубка. Оба. Sorry, wrong number. Упс, да мы телефонные хулиганы. Слушайте, а подсказка может где-то? Здесь нету. Непонятненько. Так, слушайте, а может набрать этому клубу Дедал, где... Да. Опа. Только 4 буквы, да? Hello. Hi, is this the Daedalus Club? Who? You've got the wrong number, sweetheart. Упс. Опять ошиблись. Так. Должна где-то подсказка, значит, быть. Тут не то. Так, здесь. Видите имя того, кто продал душу за 30. Понятно, Юда. И он, кстати, с этим был. С кошельком. Статуя-то там. Сейчас мы наберем. Да. Congratulations on mastering the game. Here is your reward. Юху! Мы выиграли! Wow, this is amazing. I solved my first Daedalus Club riddle. How cool is that? Да вообще! Парламент на предательство. Собор Сент-Пол на предательство. Класс! Вот с чем-то мы справились, отлично вообще. Так, и все, с центром Моксфорда мы закончили. Так, ну что, больница у нас осталась незаконченная. Поехали в больницу, что делать там? Так, может что-то использовать здесь должен как-то, я не знаю, подготовить себе фокус, еще как-то что-то. Но монету вряд ли мы здесь можем использовать, и она здесь нам не поможет. Меня смущает фокус, наверное, какой-то нужен. Палец себе там. This fake thumb is a little big for me, but I... Как тебя приклеить? This fake thumb...
Клей, тебя намазать? Нет, не хочешь? Spirit gum. Useful for applying fake hair and body part. Ну, пока, видимо, здесь она, по крайней мере, не хочет ничего This делать. fake... Может, нужно зайти там как-нибудь, устроиться поудобнее. Looks like they're prepared for emergency. Не хочет. Блин, не знаю, халат как-нибудь использовать, а? Definitely. Некуда палец применить. Угу. Список телефонов, а нам ничего не поможет. Блин, где ж... Мы профукали этот I should накладную. keep my eyes open for that. I should keep my eyes open. Да-да-да, где она? Потому что это все не то. Мне казалось, мы что-то брали, но, видимо, нет. Сейчас к Сьюзан сходить, поговорить с ней. Тут ничем воспользоваться не можем пока что, по крайней мере. Даже с этой поговорить уже не можем. Хреновенько. This fake thumb is a little big for me. Тыкни меня пальцем. Нельзя, блин. Не открыть письмо, не ей показать. Ну, собственно, что ей показывать, ее же собственное письмо. Так, загадочный доктор Стайлс, лаборантка, да, и бонус. Ну чё, поехали в Дракхилл. Может быть, все-таки у него надо пошариться где-то еще раз. Повнимательнее. Где-нибудь на столе там в столовой, да? Ой, в столовой. Не в столовой. Где-нибудь на столе, блин, не то. Не столовая же нужна. В гостиной, может, где-нибудь. Бумажник, это вообще нельзя. В компьютере. Где-нибудь в компьютере. That computer is ancient. I wonder why Mrs. Dalton keeps cash lying around. Then again, no one ever comes in here but me. Тебе доверяют, по крайней мере. It's Без locked. вариантов. Продолжаем наше исследование. Может, миссис Далтон спросить, я не знаю. Hello. Hey, Даже поговорить с ним нельзя. Ну, вряд ли, конечно, здесь, но... Oxford Police Department. Нифига, нам никакой нам накладной. Придется Оксфорду своими силами. От нас, как это лаборантки, толку пока что мало. Позвони кому-нибудь. I'd rather use my cell phone. Но второй смысл не подниматься. Подвал. Позвонить, слушайте, может. Самому доктору.
Скачай, наконец, где? Доктор. No reason to call there at the moment. Алло. Позвонить-то больше некому. No reason to call there at the... Никто не хочет помогать. А что это Чарльз? Сиси. Даже Сисим позвонить не можем. Сейчас что-то какое-то сделать. Так. A little light reading? Где-то что может быть? The flowers are silly, I guess. Тут нет никакой накладной. Или мне не по глазам. И сюда. В дневнике посмотреть, брали мы или не брали. Где это было-то, блин? Так. Здесь вроде ничего такого нету. Где-то здесь недалеко должно быть. Самонтерить нужно не пропустить эту накладную. А, и все, видимо, на это. Так, ладно, фиг. Здесь мы ничего полезного не найдем, судя по всему. Может, где-то на столе, а? Почему у нас цветы, кстати, все еще есть? Блин, не дай бог это какой-нибудь косяк в игре. Типа мы как будто цветы все еще не поставили. И она ничего не говорит, смотрите. Блин, а мы можем, кстати, попробовать. А то она же даже не появляется так. Блин. Это плохо. Это реально косяк. Было бы очень неприятно. Чего больше нету? Может, мы еще что-то использовать здесь можем, а? Даже мы собрали... А, да, мы собрали. Я, блин, думаю, что просто так лежит, что... Разорванное, я думаю, в турме не собрали. Конечно, мы уже монетку взяли. Как же это использовать? И чего здесь можно использовать? Это на вас вроде, да? Точно на вас, но ничего не говорит. That's the woman from the... That's the woman... Хреново. The flowers are silly, I guess. This is your brain. This is your... Эх, это все одно и то же. 2000...
шкафу, может, с документами пожариться. Может, здесь все-таки. Так. О! Накладная на аппарат ФМРТ. О, господи! Neurobiology department is looking for a report on an fMRI donation. This must be it. Слава богу. Слава богу, надо было сразу сюда смотреть. I should get this to Susan Whittier. Ура! Отлично вообще. Вот сразу она не берет все документы, а потом она возвращается. Поперли в больницу. Сьюзан, у нас для тебя сюрприз! Сюрприз! Радуйся! На, держи. I have something for you. Oh my god. I gave up hope of ever laying eyes on this. The auditor's been hounding me for weeks. Thank you, Miss Everett. My pleasure. И? Так. Что за значок? Ну-ка. О, мистер Are Хэт. you sure I can't get 5 minutes with Mr. Headley? I really would like to talk to him about Dr. Stiles. All right, but only because you brought me that receipt. Thank God I can get the auditor off my back. Mr. Headley, I have a Miss Everett that would like a brief word. It's about David Stiles. Send her in. In you go. Yes. Отлично. Miss Everett, a pleasure to meet you. Won't you sit down? Thanks. And thanks for seeing me. I'm always happy to make time for David. I've heard from him too little of late. How is he? Fine. Very self-directed. Well, that's something. Are you a relative? Me? No. I'm his assistant. He just hired me. Did he? Interesting. How can I be of service, Miss Everett? Are you aware that Dr. Stiles is conducting an experiment right now? Of course. He had to submit a plan to the university. Standard procedure. Frankly, I was happy to see him working again. Обалдеть. Ладно. Oh, that reminds me. Dr. Stiles wanted me to pick up a copy of the experiment plan he submitted. He misplaced his copy. I think, young lady, that Dr. Stiles will have to call me and ask for that himself. I'll tell him. Вот так вот. Could you give me some background on Dr. Stiles? I don't know much about him. David Stiles was one of the brightest lights at Oxford. A truly brilliant and original thinker. He was the sort of man it was easy to envy. Wealth, a prestigious family name, good looks, a beautiful wife, effortless public success. Then there was the accident. A horrific, horrific thing. There's a poem by Robert Frost. Nature's first green is gold, her hardest hue to hold. Her early leaf's a flower, but only so an hour. Then leaf subsides to leaf, so Eden sank to grief, so dawn goes down to day. Nothing gold can stay. That's beautiful. I wonder... Never mind. We must be honest with each other, you and I, for David's sake. What do you wonder? It's silly. I just wondered which is worse. To have been golden, to have had all that and lost it, or never to have had it at all. Not at all. Perhaps David asks himself the same question. I've heard rumors about Dr. Stiles. Students say people have disappeared during his experiments, and... Stop. Don't repeat that nonsense in here, please. Sorry. No, it's only natural you would be concerned. He is your employer. There has been a lot of vicious gossip about David, but believe me, there's no truth in it. Then how did it get started? When someone is a little too successful,
It inspires a lot of green-eyed spite. Should that paragon fall, let's just say there are certain people who love nothing more than to get out their knives and gather round the carcass. Of course, David hasn't helped himself any. If he insists on living like a hermit in that house, people are bound to believe the worst. You mentioned that certain people were jealous of Dr. Stiles and might have spread the rumors. I don't suppose you'd tell me who. It might be good for me to know in case I run into them. No, I don't think we need to discuss that. Okay. Чувак какой, да, молодец. Сразу видно, что настоящий друг. И лишнее не говорит, и сплетни не распускает, и план никому как попало не отдает. Ну, нет доказательств, кто она. So you're convinced that Dr. Stiles poses no danger? No danger to, say, students who are participating in one of his experiments? Absolutely not. He may be on leave, but he's still a valued member of this department. I've reviewed his case personally. There's nothing physically wrong with David Stiles. It's been a pleasure, Miss Everett, but I really must get back to work. Thanks, Mr. Headley. You've been a big help. I only wish the best for David. I hope you'll treat him well and be a support. He allows so few people near him. I'll do my best. Goodbye. Bye. Вид у него, конечно, шикарный. Просто смотрите, как красиво, прям офигительно. Прикиньте так. Стол. Правда, он сидит, получается, спиной к окну. А так, конечно, потрясающе. Но он действительно, реально, сразу видно, что очень хорошо к нему относится. Не каждый человек бы стал молчать, а тут лишнее не отдаст. I want to find out who David's enemies are inside the neurobiology department. I should snoop around in David's files. Мы там вроде копались уже, нет? Так. Такие раз исчезли, здесь оказались. Девка такая всю. Как это получилось? Это же Линклер, наверное, этот фраг. The nameplate on the door says Dr. Linkweller. Вон он к нему надо. Он же пакости про. Когда же статью писал. Сейчас, ну как бы надо как-то этим воспользоваться. Знанием. Мы же уже пошарились в его документах и поняли, что это Линклер, как бы, наш враг. О, сейчас мы... I guess not everyone in the department is a fan of Dr. Stiles. At least, that's what Mr. Headley says. Is there anyone in particular I should watch out for? Mr. Headley doesn't tolerate departmental gossip. And neither do I. Ah. Dr. Stiles asked me to get a copy of his experiment plan. The one he filed with the department, he misplaced his copy. I'm afraid Dr. Stiles will have to come by himself for something like that. Or telephone. We don't give those kind of documents out to students. But I'll tell him. Обломали. В принципе. Oh, Mr. Headley asked if you would bring him a cup of coffee. Did he? That's odd. Mr. Headley gets his own coffee. А ничего, что он не просил. Сейчас он нас ходит и нас вычислят. Он скажет, а что ты мне кофе-то принесла, я не просил. Damn, she took the key. I need to find a way to snatch it somehow. Фокус. Чашка с ключом. А что, фокус нельзя применить? She keeps the key to the filing cabinet in that cup. I could try to take it with sleight of hand, but she's a real hawk. This will require something a little more devious. И что ж нам делать-то? Цвет здесь не изменился, значит мы ничего доделали. This magnet is just the... Магнит используется как... фиг вам. Он же из фокусного магазина, в фокусе должен применяться. Блин, блинский.
She keeps the key to the filing cabinet, and this will require... Ну, мужик, главное, ничего про кофе я не сказал. Слава богу. Looks like they're prepared for... Нифига. Блин-то. Def... Но определенно здесь ничего нет. Как нам податься-то? On this floor are all the administration... Поехали в Дедал. Что он делает? Пошаримся в документах. Да. Может быть, она опять не все вытащила. Она же не сразу все вытаскивает, а постепенно. Поговорить с миссис Далтон, может, она знает о врагах, кстати. Да мысли, она же хорошо его знает. Людей, которые его окружают. Hey. Фиг вам. Ладно, пойдем в подвал. Так, шкаф. О! И чё? Ой, ножи. Открытка соболезнования. Interesting. This is signed by a bunch of people in the neurobiology department. I should see if I can find a personnel list to compare it with. А у нас есть же, кстати, список. В этот страшный час наши мысли и молитвы с вами, Деду, нашему дорогому товарищу. Все, мы не можем здесь знать, типа у нас, да, есть теперь. Interesting. This is signed by a bunch of... Так, и как нам это сделать? Где у нас были все? Вот, список телефонов. Как применить? I'm kind of curious to see who signed it and who didn't. О! Отлично, смотрите-ка. Теперь нам нужно разобраться. Здесь еще подпись. Барлет, Синтия, так. Ага, тут вот так можем нажать, да? Давайте по порядку. Барлет, Синтия есть. Нил. Какой-то Нил. Так, не пойму как. Билл, Сим... Билл, есть Билл? Так. Сакьянин. О, Нил. Кстати, да, Нил же был. Так, не то. Чемберс Фред, Эйлин Макдональд. А вот это, наверное. Хлори Гертруда есть. Рос. Дедал, да? Какая-то Вайт, мне кажется, или что-то такое, да?
Что я не вижу. Писел. Сам он писел. Ну, с писел вычеркиваем. Так. Джесси. Какая-то Джесси. Стайлс Дэвид. А, мы его не можем, да? Ну, оно понятно. Так, вычеркнуть его. Так, что-то я не вижу такого. Я именно Айзек. А, это вот. А я его Исаак называла, он Айзек. Ну ладно. Чат Хэдли есть такой? Ага, вот он. Симс Билл. А я его как-то Симс назвала. А он Симс. Сьюзен, кстати. Та самая лучшая. Есть она? Или она прав? Прикиньте, если это она, барака. А мы там с ней беседовали. Хотя так, по виду не похоже. Короче, человек, что я не вижу вообще. Так. 4 осталось, да? Сколько всего-то? Раз, два, три, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Один, да, получается? Один лишний туда. Линкелер, поди, давайте всех остальных зачеркнем, посмотрим, что будет. Ну точно, конечно. Можно было даже и не высматривать, так уже, в принципе, знали ответ. Только зря время теряли. Ну, бог с ним. А все равно, да, не доделано. Это таким считается. Так, вот его кабинет. Можем что-то сделать или нет? Так, не можем. Так, ну и, собственно... давайте, наверное, мы будем заканчивать. И так понятно, что Линкелер враг. Мы это теперь знаем. Мы сможем, наверное, и с Сьюзен попробовать поговорить. И еще пошариться у доктора Стайлза там в файлах. Собственно, я думаю, что мы найдем себе занятия в следующей части. Вот, но уже много времени прошло, так что до следующей части и пока!